Здравствуйте, дамы и господа. Вот мы в Астрахани. Год назад у нас было видео о Казанском Кремле. На данный момент мы приближаемся к Астраханскому Кремлю. Вот тут такой скверик. Фонтан выключен, не работает. Обнаженка. Там же дальше вот еще памятники. Это что, пройдемся по скверу? Стоит же сильная жара, фонтаны все выключены. Что странно. Что очень-очень странно. Как говорится, сейчас бы они давали дополнительную свежесть, но, к сожалению, тишина. Розы растут, посажены и растут, как в Бишкеке. На клумбах спокойно. Пошли в Кремль. Нет, продавца нет. Отдельно нет.
двоюродная сестра. Осетр, шкатулочка. Тарелочки красивенькие. Десять заповедей рыбака. Здравствуйте. Вот так изнутри выглядит Казанский, Астраханский Кремль. Баночка икры черной. Меня больше прикалывает, вот. Классно сделанные фигурки. Всякие. Веслонос, осетр и стерлядь. Бутерброд с надписью. Филиппочка. Сделаны все улыбаются. А, кот, да. Нет, вот, не улыбается. Окон. Нет, Окон деловущий. О, рыбки. У нас все в моде рыбки, которые с рюмочками. Это в форме золотой рыбки или какой-то. А здесь, видишь, осетр. Туда подойдите, я вам покажу. О, какой. Это то же самое, да. Такой веер с двумя палками. Кепку купить это? Нет, папа, я хочу этот веер вот этот. Вот у меня палочка называлась 50 рублей.
Я сейчас... Сейчас снимем, насколько они шикарные. А на стены-то можно подняться, как в Казани это сделано одно место? Здесь можно, где-то есть на стене, да. Это не розы, Гибискус. это гибискус. Магазин цветов. Такой вот шикардосный. Пойдем дальше. А вон люди на стенах. Там можно, да. Где девочка гид, там Паша мне написала, что там есть фото. На стенах. Друзья, подписываемся на мой канал, ставим лайки, дизлайки, потому что без вашей обратной связи я не знаю, что вам нравится, что вам нет. Пишем комментарии, оставляем, даже пускай они будут негативны. Это будет только в пользу моему каналу, для моего развития. Потому что я должен оценить, что вам нравится из моего творчества или не нравится. Вон вход на стену как раз. Перекрыт проход. Тут тоже церковка, да? Над воротами. Да. Тоже получается, ворота открытый вход. Это, кстати, мы сюда поднимались в 17-м году к этим воротам. Угу. Только не зашли. Они закрыты были. Мы ночью были здесь в 17-м году и, естественно, на территорию Кремля мы не попали. Церковь Николая Там, в принципе, платочки должны быть. Нет. Надо было покупать, вот там, где женщины продают. Надо было. Давай купим. Хоть не хочешь? Да? Мы же, получается, как раз у этого премиум пола останавливались. В одном месте подняться на стену.
Вот так устроены бойницы в Астраханском. Военное сооружение. Да, я вижу. Часовенка. Как во всех Кремлях, практически над каждыми воротами есть своя церковь, кроме главного кафедрального собора на территории. Каждые ворота, каждый вход. Электромобиль с экскурсией. Аккуратная, ухоженная территория. Вот сейчас где будет прохлада. Дойти до ивы повислой. Она плакучая. Ну, плакучая. Дубы с желудями, что очень сильно непривычно для нас. Шишки валяются. Вот еще. А где шишки? А шишки откуда? Вон я рядом. А, и рядом же кедрач. Рядом же кедрач. Ай. Желуди еще не падали. Пойдем, что покажешь? Можжевельник. Подожди. Внимательно, там кто-то есть. Кто-то прячется от жары. А кто же это может быть? Не вижу. Я вижу осы. Нет. Там кое-кто. Не вижу. Спрятался? Да. Одна есть. Кто это? Ну скажи. Я не узнаю, и зрители не узнают. Это акация такая, что ли? Нет, это, наверное, какое-то дерево. Надо даже. Там побегу. Так скажи, зрителям же интересно, кто там спрятался в кустах, так и не видно. Интрига. Интрига. Пускай зрители отгадают. Зрители пускай пишут в комментариях. Ну слушай, это, блин, вообще что-то для нас это... Оно и вчера в городе его приходило. Сейчас, погодите. У нас есть в телефоне
Сейчас мы попробуем узнать, что это такое. Так. Так. Дерево называется Что? Ой, ёпер, это чё? Тут распрятался, но он GPS трекер. Отлично. кот. Да, тут, видимо, животное местное. Местный кот с GPS-трекером спрятался в кустах. Может, так он завернулся? Ну, куст можжевельника. На самом деле Астраханский Кремль — это по сравнению с Казанским, ну, ботанический сад. Красиво, приятно, ухоженно. Очень много зелени. Очень много зелени, мало построек, неиспользуемая территория. То есть когда-то здесь, может, и были какие-то постройки, жилые дома и все прочее, но в данный момент просто, как говорится, осталась крепостная стена, как достопримечательность, как памятник природы. Какой природы. Ой, природы, рукотворному. Памятник природы, воздвигнутый руками человека. Историческая ценность. Да. В углу он, посмотри. Маленький якорь стоит. Нормально. Лучше тебя русскому. Клен практически весь. Выходной день, понедельник. Надгробные плиты. Кому-то очень удивительно. Здесь проблема с камнем. Но нифига себе. С надписями.
Надписи на латыни, на русском языке, на старославянском, арабская вязь, надгробные камни. Гибискус обыкновенный. Вот такая вот растительность. Сегодня мы попали в понедельник на территорию Кремля. Все музейные и выставочные залы, все закрыто. Сегодня у них выходной. В понедельник люди отдыхают, на экскурсии, видать, не ходят. Поэтому все закрыто. Ну просто территория Кремля просто в общем доступе, без всяких проблем. Вот такие вот территория вернее, правильно сказать, Казанский Кремль. Казанский. Почему? Ой, Астраханский Кремль. Изнутри. Вот одна из достопримечательностей. Солдатские казармы. На данный момент это колледж культуры и истории. Вот они, главные ворота. Вход в Астраханский Кремль. Вот такая вот башенка. И здесь вот такая вот приколюха. Можно взять большую ложку и попробовать черную икру. Если сумеете осилить поднять эту ложку. Вот такая вот прогулочка у нас получилась в окрестностях Астраханского Кремля. Оценивайте нашу работу. Можете поделиться этим видео. Если оно вам понравилось, оставляйте комментарии. Пишите. Будем очень рады.